Ну что, заждались, дорогие мои любимые? Всем привет! С вами я, Карина, и это обзор уже 8-го эпизода конкурса Silk Way Star. Значит, дорогие мои, я нас поздравляю. Новая, как говорится, неделя. Вы это уже все посмотрели в эфире. Да, я еще ничего не видела, как обычно, принципиально избегаю всех постов в Инстаграме, значит, всех спойлеров. Единственное, что я себе действительно смогла проспойлерить, но это и хорошо, это то, что этот выпуск будет посвящен, значит, песням из Евровидения, победителям, да, песни. Песни победительницы Евровидения. Значит, очень классная тематика, кстати, я хочу сказать, потому что, ну, как бы формат международный. Единственное, конечно, он вторит, да, с одной стороны, но с другой стороны, там такие классные песни, иногда же, да, у нас вообще-то бывают там, и что повторить их вообще-то, ну, это хорошая идея. Переосмыслить их, может быть, как-то, да. Я думаю, что для участников, для конкурсантов это тоже очень классная тема, да, потому что выбор очень большой, материал очень разный, очень классный. Можно вот выбрать именно то, что вот вокально покажет и раскроет тебя очень сильно. Там же как бы механика такая, что ну, как бы конкурсная музыка, да, она пишется специально, чтобы раскрыть, как бы, да, талант исполнителя. Когда, например, у нас тематика, что там, например, ну, как бы народная песня, да, ну, не всегда вообще-то, да, скорее всего, даже нет, не раскроет вокально, кто на что учился, да, а вот Евровидение в этом смысле нам как раз с вами сейчас очень многие вещи покажет, это будет очень интересно понаблюдать. Вот, соответственно, мы тоже сможем сделать вывод, да, кто себе сложную вокальную песню выбрал, кто не сложную, но насколько я понимаю, что ребята не выбирают себе музыкальный материал, да, им его дают. И я видела тоже в сторизах, что ребята готовят, ну, как бы за 2 дня номер, понимаете? Это... Ой, так на всех конкурсах практически, в большинстве конкурсов бывает, да, что за 2 дня нужно подготовить номер. Но мы как бы тоже должны сами понимать, что этого критически мало. Благо, если ты как бы эту песню знаешь, но на слуху, то я там выучил, как бы все, но впеть ее, вот отработать, это, конечно, надо быть суперпрофессионалом, чтобы номер получился классный, за 2 дня готовленный. Поэтому я говорю, конкурсанты в таких условиях, что, ну, как бы это помимо того, что и так очень большой стресс, да, еще вот эти вот супер сжатые сроки, да. Там кто болеет, кто что, я видела, Мадина сторис выкладывала, он там с температурой бедный. А кто с грибком в горле был вообще, да, тоже лечился. И вот этот эпизод, я не знаю, как он уже будет в силах или нет, ну вот в вокальной форме или нет. Ну, естественно, это тоже стресс, накладывается это все, вот, и как бы мы не можем же тоже это не учитывать в каком-то смысле, да. Вот, а иммунитет ослабевает, конечно, во время конкурсов, мы все вечно болеют, сколько я помню, мы ездили, боже, короче, еле-еле душа в теле. Ну ладно, в общем, такая вот лирика, небольшое отступление. Мне кажется, выпуск должен быть интересным. Я жду крутых песен, как бы, ну, для меня это очень интересно. Мне кажется, это очень хороший ход. Вот, поэтому, что, как говорится, стесняться, есть же вот действительно крупный конкурс, для которого пишут крутые песни всякие, да, почему бы не использовать это вот, например, в одном из эфирных дней. Поэтому, да, давайте, ладно, смотреть, по-быстренькому сегодня, как обычно, пробежимся, без выводов жюри, да, без, как говорится, лирических отступлений, вот, поедем, да, Язмин у нас самая первая сегодня, я так понимаю, да, открывает, ну, ждем, да, открывашка должна быть, как обычно, мы помним, да, что-то супер крутое. Ой, я надеюсь, что, конечно, турнирная сетка как это, приобретет какой-то справедливый вид, вот. Ну, поглядим, что будет сегодня. Я уже, конечно, заранее скептически настроена, ничего не могу сказать. Вы видите по моему лицу, не то чтобы я с большим рвением, настроением начинаю это все смотреть. Вот. Ну, ладно, давайте, ладно. Уже начали, как говорится. Надо довести дело до конца. And we're rolling, rolling, rolling all the river. We're rolling, А ведь это было очень давно, но было. rolling on the river. Да. Left to go jump in the sea.
city, working for a man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep, been worrying about the way that things might have been. We'll keep on turning, our primary keep on burning, and we're rolling, rolling down, rolling on the river. I said we're rolling, rolling, rolling on the river. That girl job in the city, working for the man every night and day. And I never lost a minute of sleep, been worrying about the way that things might have been. We'll keep on turning, the primary keep on burning. Вау, я в мурашках. Язмин Азиз! Класс, слушайте, ну, дорогие мои, ну это, конечно, планка задрана очень высоко. Тину Тернер, ну, как бы, вообще-то не все в состоянии пережить. Потому что вот эта энергетика, понимаете, вот эта полнота звука, которая должна быть в этой песне, ну, типа, она очень тяжелая. Это, я думаю, это всем понятно, но этот темп нужно выдержать. И Измин, конечно, красотка. Видите, дорогие мои, мы сразу понимаем, кто, шо почем. Мы вот в этом выпуске очень поймем, кто на что учился, дорогие мои. И вы видите Измин, как она, во-первых, естественно, тембрально эта песня ей подходит, да, по характеру ей подходит. У нее столько красок в голосе, в вокале, она очень интересная, очень классно раскрывается в этой песне. Она прям ее короночка, понимаете? Очень хорошее выступление. Я считаю, ну, как бы там, ну, типа, пару десяток должно быть. Ну, ладно, я понимаю, что, конечно, такого не будет. Ну, короче, 8, естественно, никогда быть не должно. Десяток должно быть, ну, я не знаю, ну, максимум 2, мне кажется, если там уж кому-то что-то не понравится. Хотя, если честно, ну, как бы этот ритм бешеный вы выдержите, ну, это... Она, короче, молодец, слушайте. Ну, ну, короче, это, знаете, вот она... Вот тяжелая артиллерия такая, да? Вот, ну, конечно, не, Измин вообще я в шоке. Ну, понятно, да. Конечно. Не, она молодец. Это вообще, это просто супер. И темп, и она не потерялась в нем. Она на этом движе и выдержала, не запыхалась, не как бы, ну, не раз теряла себя к концу произведения, да. Выдержала все. Отдельно, конечно, благодарность ребятам оркестров, вот как бы кто там, ну это не оркестр, я не знаю, как бенд, да, назвать, бенд, вот, это что они, вот у них сегодня тоже будет показываться их мастерство, но они, конечно, вообще все просто отжарили по полной, со всеми вообще красотами, очень классно, я в восторге, надеюсь, цифры будут нормальные, потому что, ну, как бы, ну, пару десяток это окей, но я даже не знаю, мне кажется, их там и быть-то не должно. Давайте смотреть. 감사합니다. Thank you. Она, понимаете, она как вот мировая устоявшаяся звезда вот сейчас спела, понимаете, да? Класс. Көп рахмет. Ендеше Язминнің Ну, ұпайларымызы. должно быть очень Казахстан. хорошие оценки. Давайте, ребята. 12 ұпай. Түркменстан. 12 ұпай. Да, все правильно. Максимум 2 десятки должно быть. Оңтүстік Корея. И то не знаю, по каким причинам, если честно, да. 12
Таджикстан. Хорошо. Он Екопай. Кыргызстан. Так, ну тоже 12, само собой. Он Екопай. Вот такой цвет Узбекистан. красивый синий, обожаю. Он Екопай. Блин, уже она все 12 соберет, наконец-то. Армения. Хоть бы все 12. Он Екопай. Вот сейчас дату, Грузия. что... Ну, не, должен 12 поставить дату. Должен поставить 12. Она была прекрасна. Он Упай. Китай. Он Екопай. Монголия. Ну, 1/10 будет, да, получается? Он Упай. Азербайджан. I love you. Он Екопай. Короче, я поняла. Кажется, что судейство просто, кто прямые конкуренты, десятки ставят. Ну, я не знаю, что еще добавить. Слушайте, это... Ну, то есть Монголия, Грузия — это сильные исполнители, которые претендуют на выход в финал. Вот они десятки ставят. Потому что это не объективно, дорогие мои. Ну, понимаете, это не объективно. Ой, короче, ладно, слушайте, мне сейчас начнет живот болеть от этих расследований моих. Ладно. Так, ой, я даже не помню, кто это. Как что? Сейчас, ладно. Давайте слушать. Давайте. О, loving you is a losing game. Ой, слушайте, не, я беру свои слова назад, у меня настроение уже поднялось, потому что на Евровидении такие песни иногда красивые вот проскакивают, ну просто, ну вот навсегда, знаете, это вот одна из них, обожаю. Ну и Тина Тернер тоже мировая песня на все времена. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Неуверенно начинает. Lost a couple of pieces when he carried it home. Неуверенно. I'm afraid of all I am. Сейчас разойдется, будет лучше. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I've spent hours all over myself. We were always a losing game. Small town boy and a big again. I gotta do that to a losing game. My didn't take a lot. I still wait for it begun. Still carried it home. All I know, loving you is a losing game. Games over. Got me off this roller coaster. All I know, loving you is a losing game.
Дорогие мои, слушайте, я, конечно, немножко попытаюсь объяснить. Вот тот талантливый молодой человек. Посмотрите, какой поющий, классный парень. Какой у него красивый фальцет собранный, да. Но мне кажется, что как будто вот в нем как бы вот сила и вера в то, что все будет окей дальше на этом конкурсе, она в нем уже отсутствует. Ну, в смысле, что он устал просто постоянно стоять в конце. И вот так вот конкурсы вот эти вот убивают, как говорится, немножко душу. Ну, то есть я пытаюсь объяснить, какое у меня впечатление от этого все сложилось. У меня сложилось впечатление от того, что Фахриддин уже так устал, что он не смог вот в этой песне, которая должна быть очень чувственная и такая супер трепетная, сконцентрироваться вот на своих эмоциях и на смысле о том, как бы, о чем он поет. То есть, конечно, да, он все спел с душой, он спел, ну, как бы красиво, но просто именно в этих обстоятельствах, да, вот в которых он находится. По большому счету должно было быть немножко больше, как бы, вот интимности этого момента, да, вот этого чувственности вот в этой, да. Он как-то очень быстро разогнался сразу до экспрессии. Я думаю, что это все как бы на нерв было сделано, да. То есть хотелось, чтобы начало было поинтимнее, поспокойнее, почувственнее, да, и потом ну, как бы вот было какое-то развитие логическое, да. Мне кажется, что он как будто немножко поторопился, но я это связываю именно с тем, что не то, что он не понимает логику построения номера, да, а просто, что он уже просто подустал от этого всего, и поэтому вот это качественно вот это вот конкурсное обстоятельство влияет на выступление. Ну, я это оправдываю так, по крайней мере, потому что, ну, короче, вот это логическое развитие, да, оно должно было быть чуть помедленнее, как мне кажется, да. То есть не хватило просто его концентрации на самом себе. Вот. Он так хотел показать это все зрителям, как будто нужно было чуть больше на себе сконцентрироваться, ну, вот как-то на своем внутреннем чувстве, да, как более понятно определить его и вот выразить. Ну, мне как-то вот этой вот интимности просто, может быть, не хватило. Вот. Сконцентрированности на себе какой-то такой вот, да, на том, что ты чувствуешь, что ты как бы, да, пытаешься донести. И как будто из-за этого вот форма получилась немного ну, на опережение, да, достаточно вот по эмоции прямо. Хотя ноты вон все прекрасно достают, все классно, но мне кажется, что вот он мог ее спеть лучше, если бы находился в комфортных условиях, знаете. Ну, как бы это конкурс, да, как вот участники Евровидения тоже, представьте, выдерживают, да, такую нагрузку. И передают все равно то, что должны передать, да. Не все справляются с этой ответственностью. Ну, вот. Получается, тут вопрос именно вот тебя как вот зрелого артиста, как машины такой вот, понимаете, которая может, несмотря на все невзгоды конкурсные, держаться. Ну, он просто очень часто был вот на этой панели, где 3 там, да, должны человека, кто-то из них должен вылететь. Поэтому я думаю, что он просто уже устал. Может быть, он ну, как бы, может быть, он эту мысль просто у себя в голове держит, что типа, о, моя очередь, может быть. Представляете, вот каждый день идти на конкурс, думать о том, что тебя, а вот сегодня тебя выгонят или нет. И ты каждый раз стоишь на этом плацдарме, и тебя каждый раз собираются выгонять. Хоть бы дня передыху дали ему. Нет? Понимаете? И вот ты вот вынужден жить в этом. А это как бы, ну, вот эта история с тем, что мы будем вас бить, и вы станете от этого лучше, знаете, вот есть такая же у многих такая методика, что типа, вот как вокалистов могут учить, да, что вот их надо просто с дрыном учить, да, вот просто жестко, и потом вот из них выйдет что-то там толковое, да. Ну, вот в балете, например, такая же история, да, то есть очень жесткий процесс обучения, очень жесткий, бьют по рукам, по ногам, ну, и опять же, там бьют, потому что надо, чтобы ты мышцу почувствовал, да, то есть там другая логика, ладно, не буду уходить туда. Что касательно вокала, да, вот, есть некоторые, вот, как говорится, разные люди, вот кого-то надо, чтобы он что-то сделал, да, вот, но, а кого-то нет, например, так что тоже бывает. Вот я, например, такой человек. Если меня начнут там ругать, говорить, что я никчемная, там, туда-сюда, у тебя плохо получается, ну, я как бы сгину окончательно и все, и сдуюсь. Вот. Это называется, типа, ну, негативная такая вот мотивация, да. То есть вот у нас почему-то модно это, да, что вот все работают только методом кнута. Вот. А я пряник радужный, понимаете, например. Меня надо хвалить, я буду потом от своего собственного чувства самозванца
стесняться, ну, как бы, то есть я понимаю, что меня поддерживают, что я как бы нужна, но я не, ну, типа, я буду стараться еще лучше, потому что меня похвалили, как бы, а я на самом деле могу еще лучше, это вообще не так было все, я могу сделать 10 раз лучше. И я от позитива, от этого, наоборот, питаюсь и стараюсь еще лучше. Вот у меня такая работа. Я не люблю, когда на меня, ну, как бы орут, когда меня там что-то вычитывают, понимаете? Ну, то есть, до свидос. Я в состоянии, в принципе, всегда и сама себя загнобить. Вот, поэтому я просто пытаюсь объяснить, как бы, Фахриддину, то есть, может быть, он и боец, может быть, он и такой человек, который против, да, негатива, вот все равно показывает и идет, ну, сколько это может продолжаться, да, уже 8-й выпуск, понимаете, 8-й, боже мой, бедный парень. И вот за что ему тоже такое? У него прекрасные вокальные данные, ну, просто он уже устал, я его в этом смысле, ну, как бы, прекрасно понимаю. Ну, вот видите, с каким вот он лицом, с грустным. Мәнләренә караймын. Осы тургыдан алган. Ну, о чем как бы говорить? Ну, Дип әйткем килә. видите, вот видите его взгляд, он уже отчаялся просто, вот и все. Он понимает, что как бы, ну, час от часу не легче. Көп рахмет, Бедный енді парень. опа. Короче, ты понимаешь, да? Это конкурсы. Ну, наверное, для тебя это будет хорошим опытом, но это никакого отношения не имеет к твоему творчеству и к твоему таланту, понимаешь? Я вот это хочу сказать. Санын Я білсек. Фахриддина поддерживаю. Казахстан. Очень красивый голос. 6 ұпай. Ой, ёпта. Подождите, мне надо как-то... Еще больше надо загасить, да? Ну, что желание перерыв сейчас сделать на перекур, если честно. Так в лицо вот гасить парня. Пікірлеріңізге көп рахмет, енді ұпай санын білсек. Қазақстан. О, 6 ұпай. у нас титры появились. Түркменстан. 10 ұпай. Оңтүстік Корея. 10 ұпай. Малайзия. 10 ұпай. Ну, десятки это нормально. Қырғызстан. 10 ұпай. Понимаете, в чем моя логика? Я знаете, что хочу сказать на самом деле? Здесь просто прикол в том, что я вообще думаю по поводу природы вот этих 8 и 6, да. Я думаю, что 8, например, достойны были бы те ребята, которые вот мимо кассы там пели, да, например, или вот, ну, короче, вокально как-то не тянули. Но мы же с вами не можем это выяснить, потому что мы вот уже смотрим на постпроде как бы эту всю историю с телека выгруженную, да. Вот. Ну, 6 это что значит вообще? Это что значит вообще? То есть он там мимо кассы пел, вообще ничего не сделал? То есть как это выглядело? Как это в жизни, понимаете, выглядело? Ну, не могли же Фахриддина подкрутить до такой степени, чтобы мы в эфире сидели и слышали, как будто у него все ровно. Он же на «Ну-ка все вместе ездил, он там нормально выступил. Ну, не, конечно, не легендарно, там как-то не виртуозно, но он хорошо поет, он поющий человек. Я извиняюсь, попасть на «Ну-ка все вместе», это какой отбор надо пройти? Сколько там людей вообще хотят туда попасть? Ну, серьезно, давайте тоже не забываться, как бы там тысячи людей просто на этот «Ну-ка все вместе». Это самое популярное шоу. Фахриддин там был. Вам это о чем-нибудь говорит? Откуда эта 6 там? По какому принципу это произошло? Что он сделал? Он слова забыл. Я не знаю, там, может быть, был момент, где он вступил там не в моменте, но это типа с оркестровкой, как бы там не всегда коннект происходит. Как бы ладно, ну или что, он мимо кассы пел или что? Ну, то есть, да, он как бы вот фразеологически вот это все, может быть, не так сделал, как вот о чем... Блин, слушайте, ну, короче... Просто, ну, как бы, вот есть режимные вот истории, когда вот поют классно ребята, там должно быть сколько-то десяток, это допустимо, это справедливо, да, в случае Фахриддина, ну, тоже не должно быть, как бы, какой-то, ну, может быть, 1/8, тоже, ну, наверное, по сравнению с остальными участниками, ну, я не знаю, ну, нет, это должно как-то определяться количеством десяток, а 8 это уже там, если в случае вот какой-то прям уже такой серьезной лажи, да, ну, типа вот мимо нот спел, да, вот тогда как-то, да, это может быть окей, если ты мимо кассы, и тот от нервов может быть, но это, да, справедливая 8, да, а 6 это, ну, это я не знаю, что надо сделать.
То есть это половина вообще от максимального балла. Это как типа тройка по пятибалльной системе. Тебе тройбан влепили. Ой, бедный Фахриддин. O'zbekiston. O'n ұпай. Они на конкурсе же нет не Армения. поющих людей, которым надо такие низкие баллы ставить. Они же все поющие, понимаете, правильно? O'n ұпай. Мне кажется, просто более бережно, Грузия. если будет определяться количеством десяток, да? Ну вот, например, у Фахриддина могут быть все десятки. Алты ұпай. Қытай. Ну, короче, они решили его потопить уже все, типа. Он ұпай. Монғолия. Алты ұпай. Azerbaycan. Он ұпай. Осмен. Слушайте, вы меня, конечно, извините, но вообще-то это унизительно достаточно. Так делать нельзя, я считаю. Я просто, ну, ставлю себя на место его, как бы. И вот ты каждый конкурс стоишь, потом тебе еще в последнем... Да, это уже очевидно, что он уйдет. И в последнем выпуске тебе еще шестерки просто сверху накидывают. Вообще-то это унизительно. Достаточно. На фоне того, что, например, у других, я уверена, никому больше шестерок за этот выпуск не поставят. 3 шестерки собрать. Я понимаю, что он, ну, как бы не лидер этого конкурса, я понимаю, но надо какое-то уважение иметь, я не знаю, ну, как-то надо же думать, себя как-то на месте ставить, ну, слушайте, ну, это так... Вот даже эти судьи, например, они же видят, что, например, Казахстан самый первый поставил шестерку, да, например, ну, вот чисто из уважения, может, там, конечно, другие какие-то хотели ребята восьмерки поставить, поставили десятки, окей, да, но как-то вот из приличия шестерку еще раз ставить, чтобы это, ну... Ну, как это было на 3 шестерки? Да, это не было уверенное выступление, да, действительно, ну, как бы форма пропала, да, то есть вначале должно было быть более спокойно, вот на мой слух, да, о чем я и говорю. Ну, типа, 3 шестерки человеку ставить, ну, это же как бы, ну, вы, ну, типа, это очень унизительно достаточно, тем более для международного конкурса, ну, как бы вы... Ой, подождите секунду. Сейчас давайте я вам поставлю, схожу себе это возьму. Дауыс беру аяқталды. Фахриддин өнеріне көп рахмет. Қошеметпен сахна сыртына шығарып саламыз. Фахриддин Хакимов, Тәжікстан. Керемет. Фахриддин, құттықтаймын, финалға жақындап қалдық. Бәйге қыза түсті. Барлығы толқып жатыр, уайымдап жатыр. Өзіңізде қалай бүгін сахнаға шыққан кезде толқу болды ма? Уайымдадыңыз ба? Қобалжыдыңыз ба? Албатта, әрине. Финалға бірнеше қадам қалғанда мен қатты уайымдадым. Бүгін алған ұпайлар көңілімді сәл түсірді. Бірақ біз бәрін түсінеміз. Еліміздің атынан өнер көрсетуді әрі қарай жалғастырамыз. Ну как можно так вот человека вот обижать? Он же не заслужил такого отношения к себе. Он же поющий хороший парень. Ну какие 3 шестерки? Ну серьезно? Потому что им надо вот эту середину, понимаете, как-то протянуть, провести. И вот они уже начинают сливать. Вот Алим. Алим тоже, например, давайте я тоже проговорю. Значит, Алим оказался тоже в такой, ну, типа, он находится в таких вот не очень приятных обстоятельствах, да. То есть, как сам по себе к артисту, к Алиму, вообще никаких вопросов нет. Вот у меня, например, никаких. Он талантливый, классный парень. Тем более, он уже звездочка местная, да. Но
из-за того, что подтягивают постоянно, ему самому, как бы, может быть, местами он не понимает, почему так происходит, но он в этих обстоятельствах, ну, как бы, он в них находится, и как бы ты ничего поделать не можешь. И тот негатив, который он может ловить, да, в комментариях, там, от других, да, вот, кто-то из других ребят болеет, вы что же это не Калиму адресуете тогда, понимаете? Он лицо, принимающее решение. Лицо, принимающее решение в конкурсе, это жюри. А участник, он просто вот под обстоятельствами. Он находится в таких обстоятельствах, где объективно он может сам понимать, что выступил слабее, например, каких-то участников, но ему поставят хорошие оценки там, да, относительно. Ну, как бы, но он в этом не виноват тоже. Ему самому тоже от этого неприятно, вот этот негатив лишний раз, например, от наших комментариев таких вот, да, ловить. Понимаете? То есть я тоже вот лишний раз перед Алимом извиняюсь за то, что я могла вот, ну, когда-нибудь там сказать какие-то обидные слова. Я, если честно, ну, поначалу просто, ну, как бы меня это немножко вымораживало, да, а потом я поняла, что он как бы в себе, он все понимает прекрасно, просто он в таких обстоятельствах ходит. Поэтому я извиняюсь, прости, пожалуйста, если что-то когда-то тебе обидное говорила, это вообще к тебе никак, ну, правда, не относится, если вдруг что-то вот могло задеть, зацепить, ни в коем случае. Как артист ты тоже классный, приятный, с супер классным тембром парень, и все супер просто. Вот, я могла что-нибудь такое вот ляпнуть не про то, да. Но Алим вот в таких вот обстоятельствах находится у нас, дорогие мои. Это тоже надо понимать. Поэтому давайте тоже без негатива к нему конкретно, потому что он тоже вот живет в этих обстоятельствах. Конечно, ну, как бы в любом случае я за него рада, потому что классно получать классные оценки, не классно получать не классные оценки. Наверное, такая вот логика. Вот, но как бы, ну, не он лицо, принимающее решение. Это не его ответственность. Его ответственность выступить классно, спеть. И что, как бы он свои номера, что ли, не классно пел? Вот он как сам, как артист, как единица, если убрать всех остальных, он-то вообще-то классный парень, стильный, интересный, с изюмом, понимаете? Да, он не вокальный акробат, как некоторые другие ребята на конкурсе. И, конечно, вот в этом разрезе мы с вами начинаем тут ко-ко-ко, что это такое. Но это только вопросы к жюри, дорогие мои. Это все. Ой, обожаю. Could be the monster. I love you since this morning, not just for aesthetic. I wanna touch your body so freaking electric. I know you're scared of me, you say that I'm eccentric. I'm crying all my tears and that's freaking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna teach you. I wanna fix your face like you're my Mona Lisa. I wanna be your champion, wanna be your loser. I even be not wrong, cause I just wanna amuse you. I wanna be your dream boy, I wanna be your teacher. I wanna be your student, I wanna be your preacher. I wanna make you love me, then I love believe you. Cause baby, I'm your daddy and you're my liar. I'm a bad devil, searching for redemption. Searching for redemption, I'm a killer. We're searching for redemption. I'm a mother of a monster. We're searching for redemption. I'm a bad girl. We're searching for redemption. I'm a blonde girl. We're searching for redemption. I'm a freak girl. We're searching for redemption. Mother of a monster. We're searching for redemption. Ну. О, наконец-то, мы этого ждали. Slave, I wanna be a master. I wanna make your heart big, run like roller coaster. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I wanna be a dream boy, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, wanna be a preacher. I wanna be a love me, then I wanna leave. Cause baby, I'm your David and you're my Goliath.
такая ситуация, например, здесь у него сейчас произошла. У Алима есть четко свой собственный стиль. Понимаете? Вот это очень важно для артиста. Понять свое ядро. Вот что твое, что не твое. Своя органика. Он ей не изменяет, даже в этой песне. Конечно, эта песня предполагает, так сказать, роковую развязность, да, ну, то есть это прям должен быть совсем отрыв башки, потому что мелодически эта песня несложная, все одно и то же. Та-та-ти-та, та-та-ра-та-ра-ти-та, та-ра-ра-та-ра-ти-та, дадри-та-тушки-ти-та, да, ну, петь нечего, базар нет, правда? Правильно. Значит, соответственно, нужно брать харизмой, вот этой развязностью, которую вот они вели на сцене, да, мужик на каблуках просто там, и вот он как бы, да, вот в моменте был, да, вот он орнул, он дал, как говорится, эмоцию, которую мы хотели к этой песне приклеить, но при этом сдержал все в своем стиле. То есть, как бы, критиковать его за то, что он не предал себя, мы не можем. Он остался в своей органике, как и должен быть, да. Но, конечно, при этом же мы должны сказать, что этой песне нужно больше вот этой эмоциональности, больше этой отвязности, да, но он в стиле в своем был, понимаете? Поэтому это чисто его интерпретация, да, и его интерпретация этой песни была в его стиле, в его органике, и это было хорошо. Это не было так эмоционально, как у оригинала, конечно, да, вот по разрыву вот этой аорты, да, так скажем, но в своем стиле хорошо. Является ли эта песня конкурсной, теперь мы должны с вами подумать. Ну, конечно, это не то чтобы сильный конкурсный номер. Он очень стильный, он очень классный. Это очень классно для концерта. Но на конкурсе, где там показывают все какие-то свои вокальные штуки, ну, наверное, не так сильно. Хотя стильно, да, как обычно, да. Ну, то есть вот мы с вами опять приходим, вот этот краеугольный камень, да, насколько это было вокально стильно и круто, и насколько это было интересно. Алим сам по себе отличный, интересный, харизматичный чувак, правда. У него есть свой стиль. Вот не у многих ребят он есть. Он как бы понял свою линию, вот он в ней и работает, понимаете? Ну, то есть по качеству я не могу сказать, что это было плохо. В плане акробатики, да, этого не хватало. Песня как бы не акробатическая. Она именно вот про этот стиль, про этот отрыв, про этот отвяз. Они тогда разорвали просто вообще все шаблоны и стали сразу первыми, супер резко взлетели, сразу поехали на фестивали, сразу начали, короче, бомбить, всех полюбили. Они отвязные ребята. Ну, такие хипари, да. Вот. Поэтому, ну, как бы, а здесь вот он выдержал эту свою стилистику, понимаете? Стильно было, стильно. Ну, не так вокально ярко, как нужно для конкурса, да? Ну, короче, вы поняли, да, о чем я говорю? То есть давайте не делить, как говорится, на черное и белое, что все было плохо или все было хорошо. Было вот так вот, да? Было вот это хорошо, а вот это получилось не так, как ожидаешь от этой песни, например, да? Вот что я пытаюсь сказать. Ну, теперь вот давайте посмотрим оценки. Вы понимаете, тоже вот человек тоже стоит на это все смотрит, вот ему перед участниками тоже, ну, как бы, как вот взаимодействовать. Ты же понимаешь, что тебя тоже подтягивают местами, и вот, ну, что-то несправедливо, а ты как бы ничего сделать тоже не можешь. Ладно, давайте посмотрим. Так, Ал енді дауыс это беруге өтсек. Корея, Түркменстан. 10 ұпай. Оңтүстік Корея. 10 ұпай. Вот при этом, если вы меня спросите, должны ли быть у Алима восьмерки, нет, они не должны быть там. Он не спел этот номер плохо, он сделал там все отлично собрано, сыграно, и ему это подходит, понимаете? Тәжікстан. Просто десятки, например, должны быть все. 10 В ұпай. таком режиме. Малайзия. 10 ұпай. Қырғызстан. 10 ұпай. Өзбекстан. 12 ұпай. Армения. 12 ұпай. Грузия. 8 ұпай. Қытай. 10 ұпай. Монғолия.
8 ұпай. Azerbaycan 10 ұпай. Ну, смотрите, средняя температура по палате, да, то есть если мы должны брать о том, что у нас было 2,12, да, что не очень объективно, да, у нас есть 2,8, что не очень объективно, и в среднем это получается по десятке, да, ну, как-то так. Ну, как бы это ок, вот справедливая оценка, действительно, без занижения, без завышения, например. Фахридину так не повезло. Здесь хотя бы, видите, Алим находится в той позиции, что он хотя бы может ждать, что если что-то было даже неудачно, то его оценят справедливо, да, но никто не будет гасить. Ну, это большое дело. Вообще он красавчик, слушайте, я умоляю, все время в этих очках, ну он стиль, понимаете, ну как бы, вот он запоминающийся, мне вообще все как бы, ну, нравится, просто что видите, о, Fairy Tail, серьезно? Боже, мне так эта что-то песня не нравится, если честно, я не знаю, насколько она выигрышная, это даже, почему Fairy Tail, кто ее выбрал-то? Ну ладно, давайте посмотрим Мадина Бону, что она нам покажет. Fairy Tail. Интересный выбор, слушайте, интересный выбор просто. Не знаю. Давайте. Насколько это очень женская песня. Ой, кринж, господи. Years ago, when I was younger, Да. kinda like the boy I knew. Ну, Мадина не выбирала эту песню. He was mine and we were sweethearts. That's what then, but now it's true. I'm in love with a fairy tale. Просто пустая подыгровка. Пук-тук-дрюк-пук-дрюк-пук. И ничего нет. Вот эта женщина сумасшедшая с пилой просто и открытым ртом, я умоляю. Пережить это тоже надо. Это она не выбирала эту песню. То есть на Евровидении есть миллион просто потрясающих вокальных, суперсильных женских партий. И выбирают Fairy Tail. Серьезно. Even though it hurts, Тут что не сделай с ней, но не будет вау. if I lose my mind, I'm awake hurts. Ну и все, вся песня, друзья мои. Там больше петь нечего. Every day we started fighting. Every night we fell in love. Такие надежды были на песни из Евровидения. Could make me sadder, but no one else could make me high above. I don't know what I was doing, but suddenly Это мужская партия, дорогие мои. То есть она ее поет даже в оригинале, по-моему. we fell. То есть они даже не подняли, чтобы это было хоть поярче. Ну это вообще. Fairy Tail. Сейчас, секунду. Это же та же партия. Это же даже не партия, господи, тональность. Сейчас. Евровидение. Да нет, ей априори дали хреновую песню. Слушайте, о чем говорить? Так, Fairy Tail. Слушай. Да-да-да. Could make me sad, started fighting. Every night we fell in love. Чуть поднялим. No one else could make me sadder, but no one else could
подняли. what I was doing, but suddenly we fell apart. Nowadays I can't find Ну вот здесь тоже низко же, все равно мало подняли, надо было еще поднять. when I do. We make the brand new start. Вот где она хороша. Наверху. Тут умца на фоне, я умоляю. Бедная Мадина, блин. She's a fairy tale. Even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind. I'm already Понимаете, с этой песней, ну ничего с ней нельзя сделать. Ее никак нельзя вытащить, понимаете? Надо быть, во-первых, таким харизматичным, милым пареньком со скрипочкой, который сам это играет, да? И тогда вот как-то он просто очень отличался просто от всей массы вот на Евровидении, поэтому действительно как бы там была хорошая история. Ну зачем такой нежной, прекрасной девушке с таким вокалом, с таким тембром? Там столько всего было, господи. И ей дали этот фэритейл. Это называется закопать участника. Все. Тут можно 10 раз, понимаете, вы ничего не сделаете. Ну я в шоке. Вот кто в добром уме, в трезвом памяти женщине даст фэритейл? Это кем надо быть, чтобы такой материал человеку дать? Ну, я вообще... Ну, вот что б не сделать так вот, например, вот я даже как продюсер рассуждаю. Ну, вот, например, есть же вариации песен, когда ты настолько попадаешь очень классно в артиста, в конкурсного участника и в оригинал песни, да, вот настолько гармонично подбираешь классную историю, что получается, она вирусится, и даже песня имеет вторую жизнь, и просмотров ты больше в интернете собираешь. Вот я как продюсер, да, вот выкладываю на канал. Вот эта песня, она никак не завирусится никогда. Давайте вспомним номер Беги Май с колдуном. Насколько он завирусился, классно полетел. Песня, ну, типа, она, ну, как бы, как она там, царевна называется, да? Полетела душа через край. Ну, вот. И она завирусилась, и все смотрели, все были в восторге. Дима Колдун вообще под приятным впечатлением. Правда, там тоже, конечно, были свои интриги, скандалы, сплетни, все такое. И Бегемания стушевалась на его фоне. Ну, короче, они там пели вместе просто. И это собрало очень много просмотров. Типа, ну, это же классно для международного конкурса. Вы же не можете быть только в телеке, правильно? Почему бы такой самобытной, интересной девушке, как Мадина, фавориток этого конкурса, да? Ну, то есть она не ломовая машина, например, да? Ну, вот Язмин, например, она, ну, просто стронг, понимаете? А Мадина более мягкая, но как бы это органика, но она одна из фавориток этого конкурса. И ей дать вот эту песню. А теперь мы будем еще оценки собирать, вот это все смотреть, понимаете? Или мы должны были в какой-то момент подумать, что Мадина плохо справилась с этой песней. Ну, мы такого не сможем подумать никогда. Мы сразу очевидно понимаем, что заранее провальный номер. Заранее провальная песня. Какой, блин, фэритейл. У меня слов нету. Я думала, такое только на царице было на этом конкурсе несчастном. Что там давали всякую хрень просто. Такой, но... Выпуск песни Евровидения. Просто работы пруд пруди. Там можно такие было забабахать вообще истории. Не, фэритейл. Не, ну музыкального редактора надо увольнять, конечно. Или бы ему сказали закопать. Он такой, ну тогда фэритейл. Тогда, конечно, все классно сделал. Ой.
боюнча Да, все, ладно, даже слушать не хочу, что они там говорят, если честно. Тут ничего не скажешь. Может, хоть оценки будут нормальные. Мону Адыловаға. А если оценки будут нормальные, то я не ору. Қазақстан 10 ұпай. А могло быть 12, понимаете? Много Туркменстан. 12 могло быть у нее, если была бы другая песня. 10 ұпай. Рахмет. Оңтүстік Ты Корея. еще должен стоять, улыбаться, делать вид, что все окей, да, как бы. Вот ты как участник, понимаете? 10 ұпай. Десятки ставят. Тәжікстан. Не закопали бы Сіздің просто ұпайыңыз. на этой Қане 10 истории. ұпай. Рахмет. Малайзия. Не дай бог 8 будет просто. Я Он буду упал. орать, как не знаю кто. Қырғызстан. Бедная Мадина сама расстроенная стоит. Сіздің қояр бағаңыз. Иә, әдеттегідей қимыл және 10 ұпай. Рахмет. Армения. А что субтитры, кстати, не появились? 10 ұпай. Рахмет. Грузия. Сегіз. Вот на какого рожна? Какого рожна 8 ставишь? Да, то. Ну, я не понимаю. Ну, то есть я понимаю, что, конечно, надо каких-то, видимо, у вас там есть свои какие-то договоренности, которым нужно следовать. Ну, а что она могла сделать с этой песней? Ну, что? Вот я как музыкант сижу, понимаете, мне не за что обвинить Мадину, что она как исполнитель сделала что-то не так. Это заранее досвидос полный. И Рахмет. 8 теперь Стай. собирай. 12. Рахмет. Монголия. Они Купай был, да? Или Монголия. что было? Они это что? 12. Оник это что? Это 6, 8? Подождите. Онупай это 10. Оникупай 12. Они это Рахмет. 8? Қытай. 12. Блин, а что не показать на экране, какая оценка? Ну, вас же люди с другого конца света смотрят. Ну, не с другого конца. Я так и не поняла. Ладно, не важно. Рахмет. Ничего хорошего. Монголия. Или 12 было, но она такая счастливая. 12, да, наверное, все-таки? Это как Монголия. сокращенное значение 12, 10 да? ұпай. Және соңғы төрешіміз Әзербайжан. 10 ұпай. Рахмет. То есть у человека была возможность, понимаете, почему меня все равно это бесит? Потому что у человека была возможность собрать побольше 12 баллов. А теперь у него как бы, ну, для этого выступления у него честные оценки относительно выступления. Ну, тут, а вообще Мадина ни при чем, это подстава. Еще. Авто. Амартюба. Дорогой Рахар. Поправился ты или нет уже к 8 выпуску? Авто, подскажи, пожалуйста. Что-то я в расстроенных чувствах. Что у нас тут будет? Некая... Я посмотрела в Инстаграме, это как будто этот... Как его? Дюна. О, началось, да? Он будет тату, да? Я видела его пост, но ничего не слушала. Вот это интересно, вот это интересный выбор, блин, понимаете? Потому что у авто высокая тесситура, да, у него высокий голос, и вот как бы женская вещь, да, вот в его интерпретации может выглядеть переосмыслением очень классным, понимаете? Ну, потому что у него голос такой, правда. То есть опускать тату на очень много тонов вниз, чтобы под мужской тембр, как бы под диапазон подстроиться. Но это не самый выигрышный вариант, да. Но у авто у него другая природа, у него как раз высокий голос. Ладно, не все, посмотрим сейчас, что будет. I don't wanna go, Ну, все, это его песня. but baby we both know this is not the time to say goodbye until we meet again. Все равно хрипит чуть-чуть, слышу. Cause this is not the end. It will come a day Да, слышу прям. when we find a way. Что-то есть. While it's bleeding, in the angels crying, where the stars align, I will die, not thinking about tomorrow.
'Cause all I want is to be loved, and all I care about is you. You stuck on me like it's a tattoo. All I care about to play. I want to play as you are. Аккуратничает, но очень Just to хорошо. get close to you. You stuck on me like it's a tattoo. Out of my hands out, take it over. You got my head in your hand, to losing my face. All that I got. Вайми. Is fading, in the end you're just crying. With the stars align, I'll be down. Not to care about tomorrow, 'cause all I want is to be loved, and all I care about is you. You stuck on me like it's a tattoo. Вау, как неожиданно, боже. I want to play as you are, just to get close to you. Моего клипик я You слышу. stuck on me like it's a tattoo. Он аккуратничает, это слышится, очень аккуратно к звуку относится. Но это великолепно. Слушайте, вы говорите, что хотите вообще, типа, не, нафиг, это круто, это очень крутой номер. Not a care about the world, 'cause all I want is to be loved, and all I care about is you. You stuck on me like it's a tattoo. Not a care about the world, I want to play as you are, just to get close to you. You stuck on me like it's a tattoo. Not a care about the just to get close to you. Автандила без... Слушайте, для меня это самый интересный номер этого выпуска, самый классный. Я слышу, что он еще не в форме. Мне это ничего не... Мне все равно. Значит, и какая классная подборка песни. Это же гениально. Вообще, как ему Лоурен подошла. Я Лоурен обожаю. Я говорю, у меня аж мурашки. У нее такое творчество, она такая, вы не понимаете, не нужно слушать вот ее одну эйфорию тату, послушайте Лоурен целиком, какие там альбомы, какие там аранжировки, какая она просто, она не от мира сего, я говорю, она просто великолепна, она... Ну, человек приехал 2 раза на Евровидение, 2 раза сразу с кондачка 1 место, не просто так, послушайте ее творчество больше, чем, значит, песни на Евровидении, не ограничивайте себя, не откажите себе в этом удовольствии, я вам... Просто всеми руками, ногами рекомендую слушать Лоурен вообще альбомами, да, сразу. Вот, возвращаясь к Автандилу, очень интересная подборка, я бы сказала, боже, гениально, вообще реально гениально. То есть мужчина с высокой тесситурой, и как ему классно подходит вот эта песня. Я даже не поняла, не по тональности опускали или нет. Сейчас Лоурен... Тату. Как обалденно получилось. Вот это гениальный ход. Понимаете, вот эта композиция из позиции силы идет. Здесь человека раскрыли вообще с другой стороны. Опять же, если это делали музыкальные редакторы, ну вот это же браво. Ну вот это же браво. Вот это же реально крутой кейс. Понимаете? Вот это же реально производит впечатление и для шоу, и для рейтингов, и для всего на свете. Мои там бесятся. Но Fairy Tail — это закопать артиста, а вот это просто вознести просто вообще его на пьедестал вообще до финала, понимаете? Я обожаю Лоурен, я плачу от нее все время сейчас. Подождите, не могу. Сейчас. Опускали, да? Да, чуть опустили. Так, ладно, у меня по авторскому. Слушайте, ну она вообще в шоке. И какой авто... Слушайте, ну сдюжить эту песню. Песня, это тату очень сложная. Боже, еще на это вот на здоровье, когда оно на эти бедные связки. Ай, вайми. Вайми.
Ну, авто, ну, я горжусь тобой, если честно. В такой форме вот все равно не сдаваться идти. Это, во-первых, отдельно тебе респект. Пускай мне говорят, что там подсуживаю, что вот я жила в Грузии, поэтому я там артисту туда-сюда. Нет, давайте все-таки держаться в себе. Я все-таки стараюсь быть объективна. Например, почему я Фахриддина поддерживаю? Что, какие у меня с ним связи? Никаких вообще связей нету, да? Я не жила в его стране, я вообще там мало... Ну, единственное, что вот видела его на «Ну-ка все вместе», понимаете? И при этом, как я человека поддерживаю. Ну, что вы скажете мне по этому поводу, да? Ну, ладно, не будем, короче, за эти склоки. Что говорю, то и говорю. Нравится вам или нет. Короче, вот это был, мне кажется, лучший номер этого выпуска. Я, конечно, не знаю, что будет дальше, но перебить вот мое впечатление, мое удивление от того, насколько действительно Лоурен может исполнить мужчину. Я почему-то себе в голове даже никогда такой мысли не держала, что это можно отдать мужчине, у кого высокая тесситура и который может это исполнить. При этом он справился. Я слышала, что он аккуратничал, конечно, да. Конечно, хрипит, слышно, да. Не может он расслабиться и вот звук полностью выпустить, всю силу дать, да, вот какую бы он хотел. Видно, что он просто скован вот этими моментами. Ну ничего, мы все видим. Как бы люди не дураки, они все прекрасно понимают. Вот. Поэтому можно за это, конечно, переживать, отдельный раз сетовать на ситуацию, да, обижаться на нее, да. Но настоящие вот слушатели, почитатели, люди, как бы, они не дураки, они все слышат и понимают. Я верю в это. Мы тут не идиоты, сидим на другой стороне экрана, мы понимаем, что почем, да. И это был номер великолепный. Это было гениальное продюсерское решение исполнить тату Лоурен. Вот здесь вот как бы я вот организатором, ну как бы вот кто там у них музыкальный редактор, ну вот здесь респект реально. Ну как может тогда вот существовать вот это и Fairy Tail, блин, для девушки? Это типа тоже был эксперимент, мужскую песню дать девушке, но тогда можно было выбрать какую-то более музыкальную вещь, более, не знаю, более для шоу какую-то. Понимаете, там надо быть просто этим парнем, не забыла, как вот там, скрипачом этим, короче. И таким же миленьким, я не знаю, как-то оно просто ему подходило очень по органике, да? Во, органика, конечно. По органике эта песня ему подходила. Мадина Бону, ей по органике не идет этот фэритейл, она супер нежная эльфийка, понимаете? И вот это надо давать. Какие-то песни просто там мировые, в смысле, что вот когда вот там какая-нибудь девушка стоит в каком-нибудь супер вечернем платье, вот она там что-нибудь ла-ла-ла. Ну, либо какую-то мужскую найти, ну, тогда там тоже есть же куча именно вокальных, красивых песен мужских, да. Ну, короче, там пруд-пруди вообще вариации. Почему вы дали слабый материал? А здесь, видите, как подобрали. То есть, да, женскую, для женщин написанную песню на мужскую партию, чуть переложили, поправили по тональности, чтобы авто было удобнее. И посмотрите, какая красота получилась. Ну, здесь должны быть, конечно, я понимаю, что, наверное, могут там все 12 не поставить, потому что действительно силы, нету в нем силы, понимаете? Ну, кормилец, инструмент твой, ты можешь головой все что угодно, понимаете? Вот головой ты можешь все что угодно, а организм, вот связки, они такие, а нет, бе-бе-бе, что ты мне сделаешь? А мы болеем, понимаете? Блин, жалко, мне вот жалко только, знаете, вот в этой ситуации, что вот он мог бы в полную, вот я бы послушала, как он это в полную силу исполняет. Авто. Приеду в Батуми, пойдем в караоке. Я там оценю. Либо едь с этой песней, поезжай на какой-нибудь другой конкурс, потому что это фишка твоя, точно, 100%. Вот за это реально благодарочка организаторам, что дали такую песню, блин, или он им подсказал. Ну, короче, неважно, да? Вот это концептуально было просто, вообще просто супер. Как интересно. Это как бы, вообще-то, да, это заявка вообще-то на победу. На высокий уровень, понимаете, конкурсный. Вот такие штуки должны, чтобы зрители сидели такие, да ладно, а что, так можно было? Да, так можно было. Вот такое должно быть, понимаете? Жалко, что не в полную силу, конечно, блин. Я послушала, как он бы там на всю бы эмоцию разошелся. Ну ничего, представится еще возможность, поправишься. Это останется с тобой, можно дальше использовать уже как вот реально этот козырь в рукавах, понимаете, будет у человека. Вот это круто было. Ну, потому что это неожиданно
Классное решение. Просто супер. Просто супер. Грамматишки, кстати, у него тоже хватает, да, мы же с вами видим, что песня «Тату» очень сложная, и на таких связках петь песню «Тату», я извиняюсь. Ну, тут, если у тебя нет образования, а дальше, когда у тебя кормилец не слушается, ты только на опыте выдерживаешься и на вере в Бога. Я не знаю, больше не на что. Какой грамотный парень еще, оказывается, боже. Вообще, блин. Ладно. Just to get a closer you. It's like a man like it's a two. Вот это, ну, понимаешь, это тоже надо выдержать. Вообще, это очень тяжелая мелодия. Короче, ну, не, ну, Лоурен База, она очень тяжелая. Ну, в смысле, что она... Төрештерimiz дайын болса, ұпайларды білсек. Қазақстан 8, Түркменстан 10, Казахстан решил просто Оңтүстік по-жесткому Корея. поступать. Оңтүстік Кореяның ұпайы 10. Тәжікстан Я ж, видите, тоже, мы же не слышали, что там вживую было. Может, тяжело было. 6, 6. Малайзия. Ну, это пипец. 10 ұпай. Қырғызстан 10 ұпай. Өзбекстан То есть жюри понимает, что человек как бы болеет, был готов уйти с конкурса. При этом как бы нас не колышет, мы ставим 8. Что-то я, короче, вообще поплыла, если честно. Мне уже вообще... Вот эти, понимаете, в чем прикол? Вот я же не имею к ним, как профессионалам, ну, как бы, естественно, никакого вопроса. Я вообще тут девочка просто в интернете, понимаете, сижу, как бы, тут несу чушь свою 2 часа, да, и люди меня слушают. И, конечно, наверняка нет сомнений, что у этих людей грамматишки, образование сильно больше всего. Но у меня вопрос чисто вот по человеческим качествам, да. Ну вот вам не стыдно самим? Ну вот как вот вы сами себе вот это объясняете? Вот мне очень интересно просто послушать эту версию. То есть, ну как бы, как это работает? То есть, правда, до такой степени понравилось? Или просто вот он ну, вживую там пел, и совсем это прям мимо криво было, и... Ну, как бы тоже тогда же надо делать ставку на то, что человек болеет. Ну, 8 в таком случае, ну, можно поставить, да, если совсем мимо кассы было. Ну, 6 откуда там, да? Ну, я просто пытаюсь подстроиться под обстоятельства, потому что это был примерно самый яркий номер этого конкурса. Мне он очень понравился, именно идея, да, вот эта классная. А реализация, ну, тут уже как бы обстоятельства. Мы же в контексте с вами, ладно, мы зрители там, да, не понимаем, что почем, да, но жюри-то, оно же в контексте, оно же понимает, что происходит там, да, как-то, ну, вот, что-то как-то мы должны как-то себе отчетность какую-то вот совестью, как дела там, я не понимаю, ну, то есть... Кому-то занижают, кому-то завышают. Сидят взрослые люди, их смотрят тоже люди, не дураки, понимаете, на той стороне. Мы что, этого не видим или что мы должны? Как мы должны это реагировать? Что типа, вот они творят, что хотят, а мы сидим и смотрим на это, да? Ну, как бы такая... Армения. Пойми, стыдно должно быть, да? Армения. 10 ұпай. Қытай. 12. Понимаете? Вот. Соглашусь полностью. Китай. Не самый, кстати, щедрый на 12 баллов вообще-то. Рахмет. Монголия. Бедное авто, боже, Вая. 12 ұпай. То есть решили Және выровнять, да? Азербайджан. Вот они, возможно, посмотрели в процессе, что те поставили там 6-8, они такие, ну все, тогда мы 12 ставим. Может, так вот среднее, справедливо было бы вот среднее по палате, там, типа десятки, ну и как бы мы не видим, если, хотя вот, слушай, ну десятки, наверное, да, но если учитывать то, что он болеет. Если бы не учитывать, что он болеет, это должно было быть вообще там просто один чуть ли не лучший номер, да? Ну и ладно. Я всегда мен әрқашан әр детальға мән беремін. Сахнада жөтеліп қалғанын да байқадым.
Сондықтан А что вот там? міне оның бар күтетінің де осы. Просто, по-моему, любой Жарыс жолына шығарда жақсылап тексерістен өткізу қажет. Дәл сол жағдайына қарай да ән таңдалады. Бірақ ол тіпті мынадай даусымен Блин, ничего не слышу, ни субтитров нету, нифига ничего. Да понятно, что они его поддерживают, блин. Человек просто стоит там, блин, подписался на это, понимаете? Ему и так тяжело. Еще должен смотреть на эти шестерки, восьмерки, понимаете? Ну, как бы, я не говорю про Мадину, ей тоже неприятно. И про Фахриддина, например, да, но они хотя бы в здравии, а в то как бы добросовестно пошел на то, что вот у него, ну, как бы он болеет, он не в форме, ну, вообще нельзя, понимаете, вообще нельзя петь в это время, не то, что, блин, в конкурсе участвовать и готовить номера за 2 дня, блин, понимаете, и при этом он должен стоять и высматривать эти восьмерки, понимаете, вот эти шестерки, типа, какого хрена вообще? 200%-ға сәтті орындап шығалды. Жарайсың Автандин. және ұпай саны Азербайжан 12. 12 ұпай. Правильно. Дауыс беру Вай. аяқталды. Биджавай смотрит, говорит, на Бога спасибо. Но он уже никакой, посмотрите на него. Ну как мы, ну то есть... Не то, что там мы должны быть все поблажки, там и все такое, ну хотя бы как-то, ну, подобрее, что ли, быть. Я не понимаю вообще. А так радужно этот конкурс начинался. Я подумала, что типа вот там есть такие мир, дружба, жвачка, нифига, блин. Человек в обстоятельствах находится, никто даже не это. Авто, ты молодец. Понимаешь, вот если бы ты даже в таком состоянии, ну вот ушел бы и все, да? Вот. А так, по крайней мере, у тебя такой номер интересный был сейчас. Это же просто супер. Ты можешь им пользоваться дальше. И я как бы тоже, ну, под большим впечатлением. Я считаю, если честно, вот за все время вот 8 вот выпусков Silkway Star, я думаю, что это твой самый яркий номер. Ну, для меня, по крайней мере. Это самый неожиданный ход. Это самый классный музыкальный номер, и мне вообще не важно, можешь ты его петь или не можешь вот сейчас на этом конкурсе. Я просто понимаю, что он, ну, как бы это твое. И этим ты можешь дальше пользоваться, и как бы это раскрывает вообще по-другому голос с супер классной, сильной стороны. Все к лучшему. Все к лучшему. 100%. Понимаешь? Я думаю, что это был вот для меня самый яркий номер Автандила. Я не ожидала такого. Я не ожидала, что будет Лоурен. Это очень классный номер. Обстоятельства — это дело наживное. Времена не меняются, понимаешь? Вот именно всегда, да, поэтому... Ну, понятное дело, что Дэдпул они снимали раньше. Сейчас, я надеюсь, уже авто с голосом все в порядке. Ну, какой номер классный получился. У меня такого впечатления давно не было. Вот от подбора материала, вот именно, чтобы так вот подобрали, что я прям такая, вау. Вот это было оно. Представляешь, а так бы вот и не было ничего. Не, все к лучшему. Главное, чтобы просто на перспективу это на горло не влияло, и чтобы ты, можешь вообще перестать разговаривать, понимаете? Можно вообще замолчать. Можно узлы на связках себе нажить. А вы знаете, что такое узлы на связках, дорогие мои? Это пипец. Я вам так скажу. И не понаслышке знаю. У моей мамы были узлы на связках. А она хотела устроить карьеру в академии. И все. И все. Никакого академа. Потому что все. Потому что твой организм не может такую нагрузку перенести. А когда ты, например, там болеешь и отрабатываешь, что, естественно, все делают, да, потом такие вот причины. Люди замолкают, перестают вообще владеть своим голосом, теряют данные, все что угодно. Вот это солистка из группы Тату Юля, да. Ну, можно к этому по-разному относиться, но просто я как пример привожу, да. Вот она тоже болела, не болела, вот они катались, она там кричала эти песни, и что в итоге у нее с голосом? Она просто еле шепчет, у нее там 140 операций просто на этих связках. Вот они концерт недавно давали в ГМ. У нас тут... короче, это не важно, да, но просто, что она вообще разговаривает совсем по-другому. Она тогда хрипела, а сейчас она уже с операциями, понимаете?
Это очень опасно. Вы не понимаете, на что человек подписывается. То есть, вот если бы меня спросили по уму, стоит ли конкурс Silkway Star того, что у тебя может вообще быть проблема с горлом в дальнейшем, с твоим голосом, я бы сказала, нет, это того не стоит. Потому что это дороже, это останется с тобой. Silkway Star закончится, а ты потом будешь разгребать эти проблемы до конца дней. Такое может произойти. Я надеюсь, что авто этого не было. Я надеюсь, что все встало на свои места, что голос вернулся и все такое. Но я говорю, вот это вот через силу, это может надорвать так, понимаете? Вот эти тонкие смыкания, вот эти вот связочки, которые там. Можно себе всю жизнь сломать вообще, понимаете? И карьеру. А если ты вокалист? Слушайте, я даже думать не хочу. Ну, у меня мама когда была, ну, там вообще были всякие мысли, знаете, вот когда человек себе хотел строить карьеру, четко и все. В итоге она 2 года лечилась дыханием, упражнениями, вот ей восстанавливали, это все на акваниатору, ходила туда-сюда, и все, никакой оперы, ну все, путь заказан. Никакого академа. Оперетта максимум, и то надо готовиться, да. Вот эстрада, советская эстрада, фольклор, ну, вот такое. Понимаете? Вот вам история личная, семейная. Поэтому вот эти штуки с горлом, это не игрушки. Да? И в этих обстоятельствах получать вот эти 8, 6, ну, просто у меня аж волна кипятка сейчас по мне прошла. Какого вообще, вы имеете право? Человек жертвует собой, своим инструментом, своим кормильцем. Он не собирается идти работать айтишником, там, я не знаю, что-то еще. Он собирается заниматься вокалом всю жизнь свою. И ради, вашего конкурса он рискует всем. Азлар міндетті түрде жоғары бағалайды. Әзірге жеңімпаз Совестные. Мишель Джозеф. Құттықтаймыз. Монголиялықтар адам танымалдылыққа ие болған сайын қарапайымдылығын жоғалтпау керек екенін жиі айтады. Мен де соны ұстануға тырысам. Табиғатымнан қарапайыммын. Осы жолда өзімді жоғалтып алғым келмейді. Кейде тентек қылықтар көрсеткім келеді, бірақ тек сахнада ғана. Мен осы өмірді таңдағаным үшін өзімді мақтан тұтам. Ән шығарған, әндерімнің өлеңін жазған сәттер маған ерекше бақыт сыйлайды. Мұның бәрі менің дұрыс жолда екенімнің белгісі. Майкл Джексон, серьезно? Боже, это должно быть легендарно, я думаю. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said you were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shores? Какая песня? What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about killing fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the people dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth is weeping shores?
Мишель Джозеф. Ну, Мишель, конечно, браво. Слушайте, насколько она крепкая и сильная, насколько выигрышный и классный дали материал. Ну, это же легенда, понимаете, это легендарная музыка. Как можно в одном выпуске совмещать вот это и Fairy Tail? До сих пор, блин, ежу непонятно, как это вообще возможно. Почему? Слушайте, слава богу, что Мишель дают... Вообще-то она, кстати, очень ровно идет реально по конкурсу. Я думаю, что она, знаете, такой вот самый неконфликтный и трудоспособный человек. Она вот, знаете, как-то... Ну, она вообще в себе, да, то есть наверняка у нее есть там трудности, с которыми она, ну, как бы встречается, но она прям, ну, она такая рабочая лошадка, она вообще, она просто исполняет вот то, что ей дают, и она все вытаскивает, понимаете? И такую вот ей песню классную дали, такую сильную, это уже, понимаете, очень много процентов успеха, понимаете? А Мишель может ее исполнить. Ну, какие вопросы могут быть? Конечно. Плюс такой сильный материал. Конечно, должны быть только высокие баллы. Ну, я рада за Мишель. Просто это несправедливо по отношению к другим участникам, что ему могут дать какую-то там непонятную историю, да. Но Мишель, конечно, молодец. Она прям стабильна, понимаете? Она стабильно хорошо. Она вот в этом смысле именно конкурсный участник, понимаете? Вот в чем прикол, да, тоже. Вот она стабильно выдерживает вообще все, что ей дают. Я не могу сказать, что там были какие-то у нее супер провальные номера, да как-то нет, все как-то вот, все как-то хорошо, понимаете, вот все номера как-то хорошо. Я понимаю, почему ее люди любят. Такой номер классный дали, такую песню классную дали, как это здорово, понимаете, когда ты понимаешь, что музыка тебя поддержит в таких моментах на конкурсе, а когда ты понимаешь, что музыка тебя закапывает, ну, какие варианты могут быть? Очень хорошо. Очень хорошо. Конечно, Майкла Джексона, тут есть как бы свои, естественно, тоже минусы, да. Все теперь как бы хотят Майкла Джексона в такой же вариации во всем остальном, но она это тоже сделала вообще-то хорошо, да. Да, у Майкла было больше эмоций, он прям совсем на разрыв орал, но Мишель это сделала в своей органике, тоже было очень хорошо. Вот этого разрыва аорты, конечно, не происходит, что I wanna be your та-та-та-ра-та. Надо больше эмоционального диапазона давать, конечно, да. Но Мишель, в принципе, она, ну, я думаю, что это не ее органика, если мы там уж совсем как-то, да, там, криками и всем остальным. Хотя, как бы, этого ждешь от песни, но от Мишель этого не ждешь. Поэтому тут добавить нечего. Все было хорошо, и песня классная. Я думаю, оценки ей высокие поставят. И песня служила здесь очень классной поддержкой для выступления. Вот и все. Я думаю, что баллы будут высокие. Тут вариантов нету. Плюс она красотка, такие темы вечные затрагиваются. Очень здорово. Ну вот как может... Понимаете, вот что? Куда они копают? Они копнули эту, блин... Открывашку, да, Язмин пела. Walking for night and day. Это же вообще просто мировая культура. Это тоже мировая культура. Понимаете, куда они копнули? То есть это не просто вот года, которые вот свеженькие, мы помним, там еще условно 2000-е, да, вот эти нулевые, десятые, да. Они прям вообще туда ушли дальше, в прошлый век, так скажем. И копнули, да. Я даже не помню, блин, что Майкл Джексон ее пел на Евровидении, эту песню, понимаете? Вот так вот, по чесноку признаюсь. Мне почему-то казалось, что это просто его произведение, и все. То есть, если про... господи, как я забыла. Ну, короче, Walking for a day. Это я еще знала. И то, кстати, тоже узнала как-то там, вот, не то, чтобы совсем давно, может, пару лет назад, да, что эта песня как-то была в Евровидении, да, у Тины Тернера, вспомнила. Значит, а про Майкла вот я до сих пор, кстати, не знала почему-то. То есть как-то это мимо меня прошло. Для меня это просто было отдельно, вот его произведение, клипы, конечно, то есть все я это в курсе. Но что-то на Евровидении было, я что-то как-то не знала. Ну, правда, честно скажу, видите. Ну, то есть я же тоже не могу всего на свете знать. Вот это понимаю. Вот это я понимаю номер. Вот это я понимаю песню. Почему мы на это не ориентируемся, да? Так, оценки пошли. Что там, десятки ставят? Ну, десятки, если могут поставить, то только за то, что она не была Майклом... Вот это я села. Только за то, что она не была Майклом Джексоном, да? Ну, как бы тут уже равняться на такое, я извиняюсь, невозможно. Әзір болса, біз күтудеміз Қазақстан. Мишель Джозефке кезекті айналымда. Шешуші сәттерде 10 ұпай. Түркменстан.
10 ұпай. Оңтүстік Корея. Оңтүстік Корея 10 ұпай. Тәжікстан. Он ұпай. Малайзия. Он ұпай. Қырғызстан. МЖге 12 ұпай. Рахмет. Өзбекстан. Сегіз. Армения. Ну, Узбекистан сегодня не в добром духе, так скажем, по понятным причинам. Армения 8. Рахмет. Грузия. Это очень низкие оценки. Слушайте, а что ж там было вживую-то? 6. 6. Қытай. А что они хотели-то? А что, как они хотели-то? Я не понимаю. 12 ұпай. Я что-то не поняла. Рахмет. Азербайжан. Ұпай саны. Ну, 12 надо ставить, надо поддерживать немножко, а то что это такое? Ұпай. 12 ұпай. Это очень низкие оценки для Мишель. Слушайте, я не знаю, что они от нее хотели, чтобы она была Майкл Джексон. Но сейчас мы просто есть сторис, которые мне присылали, как реальный вокал звучит. Фахридин поет, кажется. Да. Мазанул чуть, да? Да, ну, это живое выступление, слушайте. Ну, живое выступление, что мы хотим. У меня всегда есть вопрос еще, знаете, там, то есть, ну, как бы, выводы это делать рановато, всегда нужно еще понять, как настроен звук был, как, насколько комфортно петь, там, все такое. Ну, да, видите, они вживую могут плавать, ребята. Я что-то от этого с ума не схожу, если честно. Ну, типа, что, ну, подмазывать. Мимо тоже. Ну, короче, нечистое интонирование. Я поняла, что вы имели в виду. Ну, единственное, что нужно еще... Новый американский тренд. Ой, единственное, что нужно еще закрыть вопросы, да, как сам себя человек слышит в ухе, да, как настроена вся вообще история на конкурсе. Вот это тоже надо выяснять. То есть технические особенности. Как это все там настроено. Вот и все. То есть, потому что это работает вкупе. Не то, чтобы я хочу всегда оправдать артистов, музыкантов. Нет. Я просто хочу понять, насколько там настроен звук. Это тоже очень важно. И ты можешь сам себя не слышать, и поэтому такая вот история. Хотя, я говорю, вы же видели выступление живой Адель, да, как бы. Там тоже люди говорят, что было не идеальное выступление. Ну, тогда это живой звук, это так и работает. Ну, типа, мы же не машины. Короче, для Мишель очень низкие оценки. Возвращаясь к ней, я не знаю, насколько там это... было выступление мимо кассы там или что. Ждать от нее Майкла Джексона очевидно. Мы все не Майкл Джексон, да. Причины этих низких оценок. Ну, то есть это было совсем вот такую вот эмоцию давать, как Майкл Джексон. Он просто сгорал в этой песне, да. У нее другая органика, она так не сделала. Вот такие низкие оценки. Но это единственное, за что, по крайней мере, я могу найти причину. Так, конечно, у меня... Ну, впечатление, что решили просто лидера немножко чуть-чуть подсбить, да, чтобы как-то это... Хотя тоже, что ее подсбивать, как бы у нее нормальные оценки-то, ё-моё. Но она стабильно хороша, я не знаю. Я не знаю, слушайте, я не понимаю ничего. Я ничего не понимаю. Слушайте, слава богу, меня там в жюри нет. Я ничего не понимаю, реально. Что они хотят от людей тоже? Надо живое выступление слушать, непонятно. Мне кажется, Мишель не мажет, если честно.
Она такая крепкая девчонка. Ну, слушайте, я гарантировать не могу, конечно, да, но это надо ездить, смотреть просто там, понимаете? Чтобы делать свое впечатление. То, что нам по телеку показывают, ну, видите, как бы... Ой, такая каша в голове из-за этого, если честно. Я уже не знаю, что правильно, что неправильно. Иногда местами я не понимаю, почему. Ты говоришь одно, люди ставят другое. Думаешь, вроде как-то я ж не глухая, вроде ж как-то ж... Ну, хорошо, да, это не было ее лучшим выступлением, согласна, да. То есть самое сильное у нее все-таки вот ее, да, когда она пела монгольскую песню, это было ее самое сильное выступление. Ну, такой выбор песни шикарный, классный, да. Ну да, ну там, ну не должно быть там, в принципе, вот 8 так-то. Ну, если она там, конечно, вообще мимо кассы пела, тогда, конечно, 8 там одна должна быть, окей, ладно. Если вот так проскакивает что-то в интонировании, да, нечистое. Ну, 6. Я не понимаю. Что какой-то вообще бардак. Я ничего не понимаю, что она плачет. Жылама, Мишель. Бұл әннің мағынасына байланысты. Сейчас посмотрим, как китайцы выступят. Мне очень интересно, что он поставит. Мне уже даже не интересно, понимаете, ну то есть не то, что мне уже интересней, что поставит Жангу, чем то, что он споет. Вот на этот раз будет что-то какой-то у нас моментик или нет? Бедный Джанг тоже, знаете, он же тоже не принимает решения в этом конкурсе, да, но очевидно для нас. Я, знаете, что хотела сказать? Тут мне такая мысль в голову пришла, вот не знаю, права я или нет в этом моменте. То есть на Евровидении, например, да, если у тебя есть, вот ты как принимающая страна, там ла-ла-ла, да, то есть есть очевидные, понятные причины, по которым, типа, вот, например, вот они, да, на Евровидении как делают, то есть всегда в финале участвует Германия 100%, да, они не проходят отборочные, по-моему, Великобритания и, по-моему, еще этот, поправьте меня, то есть там набор стран, да, типа Италия, что-то там, кто еще там всегда? Ну, короче, кто-то не проходит отборочные, они сразу в финале участвуют, да, участники. Здесь же тоже можно было такую историю сделать. То есть, если вы понимаете, что у вас есть принимающая страна, если вы понимаете, что у вас есть генеральные спонсоры, партнеры, у вас есть какие-то обязательства, это нормально, это разговор про бизнес. Это не выглядит как обман, это выглядит как бизнесовая история. Люди понимают, что типа ничего личного, только бизнес, да. То есть вот у нас эти участники идут там в финал, как бы, и вот выступают. Ну, здесь просто в чем прикол. Евровидение там всего один раз они выступают, да. Здесь это конкурсная история, здесь это в долгу, поэтому как бы Алим с Жангом, конечно, ведут на протяжении этого конкурса в середине, да, безопасно так, чтобы они вот к финалу там дошли в каком-то виде, да, то есть подольше эфирных дней получилась страна. В плане, ну, как вот у продюсера, как у человека с телеком, у меня по этому вопросу вообще не возникает, ну, типа, мне вообще никаких вопросов нету, это нормально, потому что мы тоже должны понимать, что если бы не эти страны, да, если бы не эти финансовые какие-то вложения, этого конкурса бы просто не было, да, вот, соответственно, нужно как-то этот момент проговаривать, как-то решать, может что-то придумать, я не знаю, но закапывать это в ту историю, что участники типа норм справляются, и поэтому им завышают баллы, ну, это грязный ход, да, лучше идти в открытую, в прямую коммуникацию, не делать из людей дураков, да, и тогда никаких вопросов не будет возникать, никаких конфликтных ситуаций не будет, никто не будет писать там, что вот, эти тащат того, эти не тащат того, да, все вот, ну, как бы, все же так прекрасно понимают, да, почему и как это, ну, то есть есть обязательства. Вообще спасибо, что этот конкурс случился благодаря этим странам, да, то есть, ну, как бы мы же не можем этого тоже отрицать, это же адекватная, нормальная позиция, взрослая, да, вот, а закапывать это все вот в эту историю, ну, это детский сад и мышиные игры, я такое, ну, как бы не люблю, надо по бизнесу решать этот вопрос нормально, концептуально что-то продумывать, либо вводить участников, ну, какую-то в когорту, я не знаю, как-то их выделить, как бы вот журить каким-то особенным способом, либо чтобы они просто выступали, чтобы у них были эфирные дни, там, ну, я не знаю, но это тоже тупо, то, что я предлагаю, я понимаю.
Ну, просто, да, то есть вот они идут, и потом с какого-то момента начинается там какое-то участие, или у них там, как у организаторов, и принимающей стороны, там у них есть там 3 слота, где их там не оценивают, они просто проходят, но просто участвуют, выступают, потому что артистам нужны эфирные дни, да, то есть ты как бы артиста помогаешь ему продвигаться, да, потому что у него должны быть эфирные дни, и при этом не страдаешь, не должен вести как бы себя несправедливо по отношению к другим участникам, да, ну как-то вот, я не знаю, это тоже тупо то, что я предлагаю, я понимаю, ну как бы если думать в командой, я думаю, а не в одну голову, как я сейчас сижу тут на диване просто дома с кофем, накидываю просто варианты какие-то рандомные, я думаю, что этот вопрос решаем. То есть какое-то действительно вот право вето наложить там на вот этих участников, потому что там то-то. Это будет честная, это открытая коммуникация с людьми, да, никто не хочет себя чувствовать дебилом, да, это никому не приятно, согласитесь, да, вот, и когда тебя этим дебилом делают немножко, ты как бы немножко возмущаешься, типа, вы не охренели ли, что это такое, да, вот. Я бы вот в открытую коммуникацию шла. У нас, например, всегда такая история была, например, с киберспортивной аудиторией, да, вот у нас, ну, как бы, они тоже там не дураки сидят, все прекрасно понимают. Как только начинаешь юлить, там что-то ужимки, прыжки, все тебя сразу раскусывают, просто ты идешь вообще просто далеко и надолго, да. Поэтому, если ты где-то косячишь или что-то происходит там, да, вот у нас был прецедент, да, что там, ну, не буду вдаваться в подробности, короче, мы выкатили сразу официальный стейтмент, сказали, вот у нас такая-то, такая-то позиция, такая-то, такая-то ситуация. Мы нигде ничего не врали, мы в открытую все рассказали туда-сюда, и в итоге этот негативный инфоповод перешел в позитивный, нас даже поддержали, команду поддержали, сказали, вот, ну, все понятно, ладно, короче, типа, ну, бывает, ну, чё ж такого. Ну, то есть тоже ж люди там не злые сидят, там тоже как бы, ну, бывает, ну, что, все люди, понимаете? Ну, короче, вот как-то так. И мы вот эту историю по пиару отработали нормально, я помню, да? То есть есть такая вот какая-то антикризисная история. Здесь, понимаете, ну, вот чисто вот эти вот просто вот, а ручки-то вот они, знаете, картишки там подмешивают, что-то как-то делают, ты смотришь на это, думаешь, что издеваетесь, что ли? Ну, серьезно, да? Вот, поэтому надо просто было как-то этот момент проработать. Это же нормальная бизнесовая история, правда? За это не нужно стыдиться, не нужно это прятать, понимаете, вот туда вот под коверные игры эти устраивать. Можно сразу открыто сказать, да, у нас есть обязательства, у нас есть финансирование, у нас есть там то-то, то-то. Если мы хотим, чтобы этот конкурс состоялся, поэтому у нас есть вот такие вот обязательства. Это нормально, это взрослая позиция. Тем более, я думаю, что Silk Way Star не дети сидят, смотрят, школьники, которым уж поди объясни, понимаешь, что там обязательства, что там не обязательно. Все взрослые люди сидят, телек смотрят, я думаю, там от 30 и старше. Какая у вас ну, взрослые люди все понимающие, они бы это все прекрасно поняли. Вот участники выступают. Это хотя бы было открыто. Ну да, там повозбухали бы, сказали бы, вот, ай-яй-яй, там, ну, там, естественно, кто-нибудь бы сказал, что несправедливо, окей. Но для других вы бы тогда не выглядели вот в таком ключе, понимаешь, что, типа, все такие думают,手里头搓的噼里啪啦，比鞭炮还要响。朋克摇劲儿，最后还要再来补个档。街上没少喜庆的事儿啊，都摆在我手旁。 даже эту песню не помню, если 亲 честно. 麻辣的感觉，就一个字儿，爽。我心麻辣，我爽。我心麻辣，我爽。心里头想着新的一年，朝前奔还很长。东南西北风，字模糊它各种发白。 Каждый раз одно и то же, согласитесь, да? Нам все понятно в целом. 都叫咱赶上。亲麻辣的感觉就一个字儿，爽。 Опять рок. 我心麻辣，我爽。我心麻辣，我爽。我心麻辣，我爽。我心麻辣，我爽。 Вот кто рока в состоянии раздать хотя бы на этом, да? На конкурсе не стесняется. Вот у него есть эта фишка, он может. Песня такая ни о чем, я вообще не поняла, если честно. Прикольно. Не, прикольно.
Вот это его как бы плюс фишка, понимаете? То есть он взрослый человек, вроде такой сдержанный, да, но при этом вот он может этого рока раздать, он может вот эту хрипотцы дать. Вот некоторым ребятам этого не хватало, да, вот в эмоциональном порогивых. У него, кстати, это классное качество, да, то есть тоже не нужно на Жанга лишний раз, ну, как бы наезжать как на артиста, он типа просто исполнитель в этом случае, и все, тут ничего не попишешь, да. Но так-то все понятно нам уже давно, понимаете? Нету вау-эффекта какого-то, да, такого прям. Ну, я думаю, ладно, сейчас посмотрим на оценки, что там будет, что он там подарил. Тиф. О, конфетки. сиси. Панда. Сие. Бүгін сендерге Ладно, ну видите, он тоже с душой, с подарками. Ну, я говорю, такая ситуация, конечно, блин. Ой, что не говори. Вот эта роковость в нем есть. Ну, это же хорошая его черта, согласитесь. Ну, нельзя как бы артиста в этом обвинять, понимаете? I love you. Love you too. Он очень приятный парень, Ал енді құрметті правда. төрешілер, ұпайларыңызды білсек. Тоже Қазақстан. переживает человек, понимаете? Джанго Тоже как Сюанга. бы, ну... Понятно, что у него поддержка есть, естественно. Никто ничего не сделает. Ұпай саны 10. Түркменстан. Тут хоть 10 раз 12. милым будь. Оңтүстік Корея. 12. Рахмет. Ладно, Тәжікстан. все понятно в целом. 12 ұпай. Малайзия. Қанша? 12 ұпай. Рахмет. Қырғызстан. Ұпайыңыз 10. Өзбекстан. Өзбекстан. 10 ұпай. Рахмет. Армения. 10 ұпай. Рахмет. Грузия. 10 ұпай. Рахмет. Монголия. 12 ұпай. Тамаша. Және соңғы төрешіміз Әзербайжан. Джан Хасюанга. 10 ұпай. Ладно, ну, как бы ничего удивительного, да. Ну, я говорю, при этом Жанг-то классный парень, смотрите, вот с подарками, со всеми штуками. Он тоже старается. Ну, насколько вот, у них же, понимаете, у них тоже, это же другая планета, да. Вот, ну, для меня, например, ну, как бы другая планета, у них своя культура, свои вот эти, они очень сдержанные. Ну, то есть, правда. Ну, тут хоть пандочек задарись, понимаете, уже как бы ситуация такова и никакова иначе. Так, Саро. Что за костюмы фиолетовые? Кто тут у нас? Что за песня? Like a river, like a river, like a river, like a river. Got your mouth and run like a river. Out of falling. Я извиняюсь, можно еще разочек это? Like a river, like a river. Got your mouth and run like a river. Out of falling low. Harder than a bullet could hit you. How to it fall apart? Faster than I had been triggered. Don't you say, don't you say, don't say, don't you say. One brain is just breaking. So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth and it's making the river. Only hands to the man this river. Like a river, like a river. Shut your mouth. Ну, это его вообще. Это его, да. A truck is for love to the banks of the river. One last cry to the creeks of the river. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Да, красавчик, конечно, я понимаю. Да. Tell me what's wrong.
Ну все, Саро, короче, езжай на Евровидение, мы все поняли. От Армении вообще. Изи. Понимаете, в чем ситуация? Ну, как бы, Саро хорош, это одно дело. Но Саро знает, что он хорош. Это другое дело. Это вообще просто комбо, реально. Я обожаю, когда мужики орут. Класс. Молодец. Микрофон еще надо было в колено. Не, ну что, ну он готов. Все, покупайте билеты ему, пускай он едет на Евровидение, да. Там уже, знаете ли, стосковались по красивым, горячим мужчинам поющим, понимаете? Таким просто по южной крови, да, которая просто будет там бурлеть так, что... Ну, не, ну он готов для Евровидения еще 100%. Конечно, он там будет нервничать, наверняка все такое, но я говорю, вот, пожалуйста, добрый вечер, хорош. Хорош, самоуверенен, понимаете? Можем ли мы его в этом как-то... Ну, что предъявить ему за это? Конечно, нет. Потому что он же не безосновательно знает, что он хорош. Я говорю, это вообще... Ну, красавчик. Да чё, все классно. Саро, все классно. Мне даже сказать нечего. Красавчик. Просто красавчик, молодец. Как повезло тебе, классно, что вот реально и песню классную тебе дали вообще, и это... И все ты смог, и подходит она тебе, и вообще как-то так карты удачно сложились уже который раз. Материал у тебя стабильно хороший. Как-то вот, да. Ну, хорош, Саро, хорош. Понимаете? Какие мои тут комментарии должны быть? Мне тут даже комментировать нечего, уж сами все понимаете. Красавчик, красавчик. Все, даже говорить не, ну какая уж. Я даже не знаю, что отметить, я даже не знаю. Все хорошо было, Бебо. От твоего костюма до тем, как еще в конце повизжал, ну это вообще, ну это просто добрый вечер. Ну просто добрый вечер. Мы это уважаем, мы это ценим. Да. Конечно. Какой редкий вид горячих мужчин, да? Тут вообще, я бы сказала, на нашей сцене, не на нашей сцене, на мировой сцене, вымирающий вид. Вот. Которые не понарошку, а по-настоящему, по своей органике такие. Красавчик. Ну, все женщины там просто уже в восторге, естественно. Ну, вот этот костюм, я умоляю. Ну, Саро, ну, Бебо, ну что, Бебо, что тебе скажешь? Ничего не скажешь, да? Сарога кезекті айналымда
Қазақстан 12 ұпай. Рахмет. Түркменстан. Как ему идет фиолетовый? А как тебе идет фиолетовый, да? Түркменстан 12 ұпай. Оңтүстік Корея. Сіздің ұпайыңыз 12 ұпай. Тәжікстан Блин, еще и повизжал в конце. Ну это вообще до свидос, блин. Ну конечно. 12 ұпай. Ой, Сарой так радуется. Малайзия. Да, как хорошо, да? Тоже хорошо. Хорошо, молодец. Нет, 12 ұпай. да, все 12 Кыргызстан. будет, брат. Надо 12 все, чтобы были, да? И все. Қырғызстан 12 ұпай. Өзбекстан. Так, верхний этаж все 12 поставили, да? Қане. 12 ұпай. Грузия А то, ну пожалуйста, это же было хорошо. 10 ұпай. Он не сгибаем. Он не сгибаем. 10 ұпай. Да, это уж есть. Монголия 10 ұпай. Және Ну, она Әзербайжан тоже 10 поставит, потому что они с дату, да, как бы общаются, дружат, я так понимаю, да. 10 ұпай. Вот понимаете, вот, ну как вот мне как-то неприятно угадывать вот эту историю на основании того, что кто-то с кем-то там дружит, если честно. Вот это тоже, кстати, было несправедливо, если что. Ой, ведущая поет? Или кто? А, это из жюри, из Казахстана. Да-да-да, из жюри, да, сидела в Казахстане девушка? тарау тарау тарих боп сөйледі сонау сонау ғасырлардың бабаларым қол созып аспанға айналып дастанға естігенде маған солар болар заманның өрнегі көктен биік ұстап өткен жалауларын жүрегім дірілдейді дірілдейді домбырам үні күмірлейді жүрегімде бірге пенделік рухы дірілдейді жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге ізін көрем бабаларым салып кеткен ізін көрем даналарым жүріп өткен қуанышты мұңдадым толғадым ерке А это фонограмма? Нету. Да, походу фанера, да? Ну ладно, не важно. Либо так на телеке просто там работает. Да, это фонограмма. Ну ладно. Очень музыкальная песня, вообще Кумеладзе похожа, да, там гитарка. Красиво. Конкурсная, кстати, песня. Вообще на конкурс его.
да? Что делал, да, видели? Нұржан Тәжікенов және Жанар Дұғалова. Класс, молодцы. Рахмет. Өнерлеріңізге рахмет. Біздің мақтаныштарымыз. Мне ну реально, когда за плечо закинул, просто иначе такой. Ну это вообще, вот это вайб, вот это мы понимаем, вот это мы любим. Браво, браво. Очень красиво. Молодец, умница. Классный номер, конкурсная аранжировка, супер вообще. Во, вот такая музыка современная, очень мне понравилась. И главное, что еще, естественно, добавили фольклорный кусок, народные инструменты. Я такая продана, да, на все, да, сразу говорю. Ну, я люблю такую тему. Так, ну что, Фахриддин уже там без лица у нас, уже на нем лица база. нету. Короче, с Фахриддином мы сегодня Язмин прощаемся. Азиз. Язмин сегодня первая, да? Тина Тернер, знаете ли? Тина Тернер. Это Тина Тернер. Құттықтаймыз. Подождите секунду. Так, Малайзия, потом Таджикистан у нас. А, так они, подождите, они же не перемешали, в смысле, что я... Да, о. Так, Узбекистан в середине, Джорджия, блин, Биджу, а я в самом конце почти, Монголия 108, ну это тоже несправедливо, конечно, вообще. Армения, Чайна, 3, ну там добрый вечер, уж издеваетесь, что ли, надо мной? Ай, короче. Досматриваем уже и пойдет Язмин. Два Бүгінгі часа күннің потратила үздігі на это. өзіңіз. Язмин Азиз. Ал енді Что үштік есть? есеп бойынша Что жеңімпаз Язмин Азиз 8 айналым бойынша құтты болсын. Ал 3 қатысушы. Мадина Бонуадылова, Понимаете, да? Бедная. Автандила Бесламидзе, Это вообще что такое? А я, да? Вообще забейте на это на және все, да? Фахриддин Хакимов. Ну, Фахриддин. Уже на опыте уже чисто человек двигается, уже 10-й раз он уже стоит просто, каждый раз в шоке просто. Да Фахриддин, понятно. Бүгін жобадан кім кетер екен? Надо же было так, не дали еще человеку уйти красиво, да, чтобы вот как-то поддержали. Шешуші сәт достар. Вот у Тамги как было, да, Тамгу поддержали, она хотя бы на позитивной ноте с высокими оценками ушла. А Фахриддина закопали и до свидания, понимаешь? Бұл жоба ережесі. Нет, уважение бы хоть проявить какое-то, да, вот, ну, песню мы классную дали, но могли бы оценок еще насыпать нормальных, уже отпустить, если так хотите. Жобамен Давайте қоштасатын уже быстрее, қатысушы так все понятно. Фахриддин Хакимов. Вайми, не бери на этот счет. Не бери на этот счет. Это отношение к тебе никакого не имеет, да? Вот так хочу сказать, да? Ну, было и было. Все. Эфирное время, классно. Участие в конкурсе, супер. На личный счет не бери. Ты там ни при чем. Ну, правда. Ну, отчасти при чем, но столько еще факторов вмешивается в это во все, что винить только там себя, например, ни секунды не расстраивайся из-за этого, ни секунды не расстраивайся из-за этого. Только порадуйся тому, что мы смогли тебя посмотреть на экранах, ты смог пробыть в этом конкурсе, да, на ну-ка все вместе получился всего один эфирный день, да, там хоп-хоп-хоп, все, разбежались. Здесь ты хотя бы побольше побыл в эфире, супер классно, о тебе знают, ты все правильно делал. Нужно участвовать в таких конкурсах. Ну, это, конечно, стоит еще стресс, очень неприятно, но как бы, а что поделать? Мы все понимаем, мы не дураки, мы все понимаем. Очень Әрине устала қимастық за это. сезім, жобаны дәл осы соңғы адамдар қалған кезде жобаны аяқтау өте өкінішті қатысушы үшін. Әрине 8 эфир бойы Фахриддин өзіңіз бізбен бірге болдыңыз, өнер көрсеттіңіз, өз еліңіздің намысын қорғадыңыз. Всем огромное спасибо. Бәріңізге көп-көп рахмет. Әр қазылар алқасына барлық кезең бойы бағалап только келген могла үшін что-то понять. басымды идім. Сегодня было Әрине, бүгін мен жақсы өнер көрсеттім деп айтпай. А, ладно, короче, все понятно. Фахриддин бедный пошел обниматься со всеми. Ладно, красавчик. Как мужчина настоящий пошел.
Пообнимался с... А, подождите, право вето? Дегенмен, бұл байқау. Бірақ айтайын. өнеріңіз үшін рахмет. Да? Реально? Difficult moment. Дәл осы сәт өте қиын. Біз бұл жобаны бастағалы бері бір отбасыға айналдық. Сен біз үшін бауырымыздай болып кеттің. Дегенмен, бұл байқау. Бірақ айтайын дегенім, Ну, Китай, да? То есть Казахстан использовал право вето. Вайми, он расплакался. дегенмен, бұл байқау. Бірақ айтайын дегенім, Что случилось? Ой-ой-ой-ой. Остается? менің айтайын дегенім, оның келесі әнін естідім. Случилось? Ол өте әсерлі, өте әдемі ән. Я ничего не понимаю. Мүмкін оған алдағы бағдарламада сол әнді орындауға Комментарий, мне субтитры нужны. мүмкіндік берерміз. Қалай қарайсыздар? Have a chance for him to sing at the next episode. I want to listen to the song. Хунбин мырза вето құқығы бойынша әрі қарай Фахретдинді жобада көргім келеді дейді. Келесі әндерін тыңдағым келеді дейді. Яғни Фахретдин Хакимов жобада, құрметті достар. Вау! Ну, это было правильно. Это было так справедливо. 8 қатысушыдан Вот ему это правда было өтті. нужно. Вайми. Но ему правда было это нужно. Это справедливая правда үшін бұл вето. үлкен қуаныш. Хунбин мырза, рахмет сізге. А что он плакал? Напишите мне в комментариях. Это от того, что ему Фахриддин нравился, или там какая-то личная история, которую я не смогла понять. Что они там плакали-то все, боже? Осындай қуанышты всё, көңіл да? күйде Сейчас, подождите, мне надо этот посмотреть. Что там у нас по баллам? Да, Таджикистан, BJI предпоследний. Монголия, Казахстан, Армения, Малайзия. Слушайте, ну вот если убрать, конечно, всю эту историю вот с тем, что кого-то что-то двигают туда-сюда, ну в целом еще норм, понимаете? То есть, по крайней мере, не до такой степени, что ребята в лидерах там, да, они вот в середине находятся. Вот, Малайзия, Армения, сильный Казахстан. Так, ладно, Монголия, да, вот еще что, Чайна, Узбекистан, Джорджия, Таджикистан. Но в целом, ну ладно, еще с правом вето примененным очень вовремя, кстати. Я уже думала, все, я уже думала списывать со счетов, как бы, эту историю. Уже думаю, идите вы. Нет, ты посмотри. Воспользовались. Ну, вот это хорошо. Вот это сейчас хорошая история была. То есть жюри, конечно, там, да, они свою, как бы, историю ведут, но при этом воспользовались вот действительно, ну, я считаю, что для того человека, для которого это было нужно. Действительно. Я, если честно, сейчас подумала про Даврана опять 10-й раз, насколько несправедливо, но в самом начале, боже, что был, что не был, да? Вы понимаете, насколько получился долгий этап, и девчонка, да, которая тоже была... Вообще просто, да? Столько времени уже прошло. Ладно, что уже теперь, как говорится. Но вот сейчас я была приятно удивлена. Слушайте, я думала, все. Я думала, право вето оставить там как-нибудь на потом. Но все-таки воспользовались. Ну, вы тоже должны понимать, что как бы, ну вот просто будет еще один эфирный день, возможно, да. Я не думаю, что в следующем пуле все как-то кардинально изменится. Фахриддин каждый выпуск, как на работу, понимаете, идет в конце, становится, стоит и ждет. И каждый раз как-то обстоятельства просто
разворачиваться таким вот образом. Ну и хорошо, дали, значит, еще и фирменного времени, это просто супер, ну и прекрасно. Только это такой стресс, конечно, для человека, ё-моё, ну это приятно, это хотя бы показали для него, что, ну вот он, ну как-то, вот хотя бы уважительное отношение проявили, да, ну проявили уважительное отношение действительно к человеку, я думаю, это приятно, да. Дальше просто, если это уже произойдет, будет не так больно, не так в холодную, да, все-таки... Ну, как бы вот проявили уважение, хорошо. Это приятно, очень хорошо. Что он там плакал, я так и не поняла. Ладно, дорогие мои, все, целую крепко, ваша репка. Пошла заливать ролик. Ой, столько дел еще вообще. Так что все. Да, дорогие мои. Вот что я хочу сказать. Ну, в целом все. Нервно прошел, конечно, этот выпуск. Вот. Ну, а что поделать? Все, ладно. Целую крепко, ваша репка. До новых встреч. 2 часа вышло. 2 часа 7 минут. Добрый вечер. Ну, как есть. Ну, ладно, до следующей недели, дорогие мои, да. В принципе, посмотрим. И мне интересно просто, кому именно первое место дадут. То есть я понимаю же, кто действительно ли в лидерах. Интересно, кому первое место дадут. Вот это интересно, как вот выбор будет. Потому что там, в принципе, без разницы на самом деле. Там не обидно ни за одного, ни за второго, ни за третьего, знаете. Вот. Поэтому относительно справедливо, относительно, да, ну вот более-менее, да, ну такое, конечно. Местами открыто видно, конечно, что не дело, но более-менее, ладно, по турнирной таблице в целом. Ну, хотя тоже Автандил внизу там из-за своего состояния здоровья. Вообще, что такое? Не, бардак, конечно. Надо это продумывать, более прописывать конкурсную историю, все нормально. Понятное дело, что тут не про болезнь, тут как бы заболеть может любой в любой момент. А в целом. Ладно, все, дорогие мои. Целую крепко, ваша репка. Всем пока. До новых встреч. До следующей недели.